Всем привет, самитаричан! Ну что ж, у нас на юге Японии наступил сезон дождей, поэтому сейчас мы в основном сидим дома и любуемся видами из окна. Для тех, кто спрашивал, где второй котик, он тут. Вот это дождь у нас сегодня стеной. Каждый год в июне по всей территории Японии, не считая северных регионов, как Хоккайдо, начинается сезон дождей. В это время сажают рис, над полями начинают летать стрекозы, а горы покрываются пушистой зеленью. У дождливого города тоже определенно есть свой шарм, но, буду с вами честной, жизнь на юге Японии в это время не малина. С начала сезона дождей и до конца лета у нас очень высокая влажность даже внутри помещения, поэтому у нас не остается выхода, кроме как спасаться при помощи осушителей воздуха. Внутри дома влажность у нас сейчас 73%. Это при том, что эта штука работает и должна, по идее, влажность понижать. Работает изо всех сил, как слышите, но все еще довольно высокий процент. Должно быть 50-60% в идеале. Вот столько накапливается воды за несколько дней. Высокая влажность – это не только неприятно, потому что ты постоянно мокрый из-за своего пота и влажного воздуха, но также это любимый климат плесени и разной живности. Гекконы, пожалуй, самые приятные гости в этот сезон. На японском их даже называют ямори – защитники дома, потому что они едят разные неполезные насекомые. Но вот тараканам, которые тоже влажность обожают, я меньше рада. Если забыть о влажности и насекомых, то это время в Японии действительно похоже на садслов. Все вокруг выглядит как кадр из того аниме. Такой милый в оранжевом комбинезоне. Не могу сказать, что я любитель сезона дождей, все-таки дожди, облачно, а также очень душно и жарко становится, но зато все такое зеленое и по городу приятно гулять, потому что все-таки лучше гулять под дождем и когда облачно, чем гулять в плюс 35 под палящим солнцем. Еще одна приятная вещь о сезоне дождей – в Японии вас вряд ли обольет водой проезжающая мимо машина. Тут даже в школах вождения учат, что нужно ехать медленно, когда дождь и когда рядом пешеходы, да и в принципе японцы очень аккуратно водят. Также июнь и начало июля – это не только сезон дождей в Японии, но и сезон цветения разных цветов, например, лотосов. Вокруг замка Фукуоки их очень много, очень красиво. В Токио, недалеко от Императорского дворца, тоже есть лотосы, но там большое ограждение деревянное, за которое нельзя перелазить, конечно же, чтобы делать красивые фотографии. А здесь, в Фукуоке, все более по-дикому, здесь совершенно ограждений нет, поэтому можно вот так вот вблизи лотосов сфоткаться. Трогать их, конечно же, нельзя, но они реально на расстоянии вытянутой руки. Эти листья просто огромные, только посмотрите.
как они рядом, как из Тоторо. Так близко лотосы я вижу впервые, они такие интересные. Как это называется, трипофобия или как? Когда люди боятся вот этих вот штучек. Я вроде не боюсь. Думаю, кому-то интересно, пахнут ли лотосы. Лично я не ощущаю никакого аромата. И, возможно, вы также сейчас слышите такой не очень приятный звук. Это у нас уже цикады начинают стрекотать. Для японцев это символ настоящего лета. Вот когда начинается середина сезона дождей, цикады оживляются, и вот такие вот у нас звуки. Типичное японское лето. После просмотра фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» эти цапли мне тоже начали казаться очень стрёмными. Вы только посмотрите на него. Он даже языком двигает и облизывается, как в фильме. Бррр. И, конечно же, гортензии. Они уже понемногу начинают увядать, к сожалению, но все еще очень красиво. Япония очень знаменита своей сакурой, но поверьте мне, японцы любят гортензию не меньше. Мне очень нравится, как продуманно здесь высаживают цветы и озеленение города. Часто высаживают деревья сакуры, которые цветут весной, под ними гортензию, сезон которой летом, а рядом клен момиджи, который краснеет осенью. Поэтому всегда что-то цветет, и в любую погоду город выглядит приятно. Конечно, очень красиво, даже когда дождь идет, но, наверное, самый главный минус сезона дождей, кроме вот такой вот погоды, это высокая влажность, из-за которой волосы превращаются в какую-то мочалку. Невозможно нормальную прическу поддерживать во время сезона дождей в Японии, особенно если у вас не азиатский тип волос, а вот такие вот тонкие, как у меня, волосы. Но, к счастью, в Японии также есть много средств, которые помогают хоть как-то привести в порядок даже в такую погоду. Сейчас я зашла вот в такой большой хозяйственный центр, чтобы посмотреть что-нибудь от влажности, что можно использовать для волос и не только. Конечно же, все, что нужно от насекомых, это все полка от разных тараканов, комаров, мух и так далее, сороконожек. Да, у нас огромный выбор. Насколько в Японии жарко, можно понять по нашему выбору разных штучек от жары. Очень нужная вещь японским жарким летом – это вот такие охлаждающие салфетки. Они охлаждают кожу на целых 3 градуса. Охлаждающие спреи, когда вы на себя их пшикаете, такое ощущение, что вас полили мятным сиропом, как по мне. Оно такое, как освежающее, очень приятное. И даже вот такие полотенечки, которые тоже должны охлаждать. Вот это тоже довольно интересная штучка. В Японии есть такие пакетики, которые, если вы потрясете, они нагреваются. А вот это наоборот, если вы их ударите, как здесь написано, интересно, как их нужно ударить со всей силы, они становятся холодные, и их можно тоже использовать на голове, если, допустим, вам жарко или у вас температура, если вы ударились, или даже вот так вот напитки охлаждать. Вот это все, это разные масла, которые помогают волосам оставаться мягкими и уложенными, даже когда дождь. А вот это вот такая вот штучка, что-то вроде воска, которую вы себе вот так вот наносите на голову и убираете волоски, которые из-за влажности живут отдельной жизнью. Смотрите, даже такое есть. Это тоже что-то вроде вакса, воска, который используется для волос, но в виде вот такого вот как карандаша. Поэтому можно вот так вот челочку поправить или сбоку волос поправить, которые из-за влажности ведут себя не очень хорошо. Вот это средство для домашнего ламинирования волос, поэтому можно просто дома его использовать и сделать себе ровные ламинированные волосы, не идя в салон красоты, потому что обычно в салоне красоты такая процедура стоит где-то $100-120 в Японии, а это средство стоит всего лишь 1000 йен, это где-то $8. И рядом стоит средство для тех, кто хочет себе кучерявые волосы, потому что девушек не понять.
Также японки часто делают ламинирование волос, тогда ни дождь, ни влажность не страшны, но я пока решила опробовать более домашние и сидящие методы. Я обычно использую вот такое молочко и такое же масло для волос от японской фирмы Milbon. Она помогает немного волосы успокоить. Немного лучше, но, конечно, все равно влажность дает о себе знать. Из-за высокой влажности температура ощущается намного выше, и из-за этого появляется так называемая нацубате, летняя усталость, летняя слабость. И чтобы хоть как-то перебороть летнюю вялость, мы отправились с Изами съесть одно очень популярное японское летнее блюдо. Будем сидеть за таким столиком дзашики под названием. Здесь вот так вот снимают обувь. Здесь вот такая вот дырка, поэтому ноги не нужно под себя в позу сейза. Очень удобно. В Японии считается, что особенно летом нужно есть богатую минералами и витаминами еду, поэтому одно из очень популярных летних блюд – это унаги – жареный угорь. Угорь – не дешевое удовольствие в Японии, но это невероятно вкусно. В этом ресторане угря готовят на углях, за счет чего сверху он получается зажаренный и хрустящий, а внутри мягкий и нежный на вкус. すいません。すごい綺麗。じゃあ開けてください。おー、すごいね。ですね。Считается, что угорь богат витаминами группы A, B, E, кальцием и рыбьим жиром. Для тех, кто никогда не пробовал, унаги на вкус чем-то похожи на смесь белой рыбы и курицы, обжаренной в сладко-соленом соусе. Если вы пробовали и вам не понравилось, большая вероятность, что если вы попробуете унаги, приготовленные в хорошем месте, вам точно понравится. Какая красотка! Меча каваii道だね. Такая милая улочка с разными магазинчиками. Ретро. Очень красивое здание. Маленький традиционный магазин с печатями Ханко. Ресторан.
Совершенно внезапно нашли вот такое вот место и решили зайти внутрь. Непонятно, что это. Чей-то сад. Кимочи. Сейчас как раз сезон фестиваля Ямакаса. Это наш местный фукуоковский фестиваль. И повсюду стоят вот такие вот большие украшения в честь фестиваля. Посмотрите, это же с аниме Сазае-сан. Мисс Сазае. Удобно, что в Фукуоке много вот таких вот крытых помещений, небольших рыночков. Говорят, что вот такие крытые рынки придумали именно в этой местности, Кюшю, потому что здесь очень много дождей. И действительно очень удобно вот так вот, когда дождь, пройтись по такому рынку. Это, конечно, не рынок, как многие, думаю, ожидали увидеть, но тоже очень даже удобно, прикольно. Много разных магазинов с сладостями, а также косметикой. Также меня спрашивали, неужели сезон дождей – это когда у вас каждый день дожди? Нет, у нас не каждый день дожди, грозы или тайфуны. Это просто 2, 3 или иногда 4 недели очень переменчивой погоды, когда в основном облачно. В некоторые дни может быть солнечно, даже пушистые летние облака плавали на горизонте. В такие редкие солнечные дни я стараюсь не сидеть дома, а выбираться куда-то, куда в дождь не пойдешь. Например, в поход в горы. У храма стоят бесплатные палки, которые можно взять, когда вы забираетесь на эту гору. Поэтому мы в прошлый раз как раз какие-то подбирали там, как вариант. Гора не слишком высокая, возможно, не нужны. Мы поднялись совсем немного, и здесь начинается вот такая вот красота. Это ворота тоже в храм Иимори Джинджа, который здесь находится, но они огромные. О, их еще видно издалека, в горе стоят такие. Свободу собакам. Климт, иди сюда. Хорошо? Хорошо, да? Это ладно. Фукуока очень компактный город, а часть города – это горы с разными нетрудными даже для новичков тропами. Гора, на которую мы решили подняться, называется Иимори, находится всего в 25 минутах на машине от центра города. Как красиво, сейчас как раз сезон гортензии, а наверху это деревья момиджи, японский клен, даже немного красные есть. Осенью, наверное, тоже очень здорово здесь. О, красота! Высота 382 метра, примерно час ходьбы, поэтому я подумала, что это неплохое место для легкой нагрузки, и как же я ошибалась. В некоторых местах подъем был очень резкий. В кроссовках без проблем, конечно, но в сандалиях идти туда я не советую. Прелесть вот такого похода в горы в Японии, то что все горы цивильные, даже вот, несмотря на то, что мы внутри горы уже идем, корни, словно ступеньки, и также вот такие веревочки везде есть, поэтому нормально. Заберемся. Климт, здесь ты же не поднимешься, наверное. Не-не-не-не-не! Вот смотри, он на камеру. Он такой, типа, все, я могу. Офигеть. Климт. Аккуратно, аккуратно. Мой сын. Фига себе. Горжусь. Мы забрались наконец-то, и вот такой вот вид.
конечно, не самый шикарный, но все равно очень красиво видно Фукуоку. Вот так вот. Вниз мы идем по другому пути. Здесь такие камни большие. Горы на юге не такие высокие и заснеженные, как на севере Японии, но за счет высокой влажности у них есть свой прелестный шарм, словно из аниме «Принцесса Мононоке» или «Тоторо». А также на юге Японии на острове Кюсю нет медведей, на одну вещь меньше беспокоиться нужно. Воды, конечно, реально кот наплакал. Для масштаба. Для масштаба. Спасибо. Вот так выглядит наша жизнь в городе Фукуока во время сезона дождей. К счастью, не все лето такое. Уже через неделю обещают солнечную погоду и можно будет идти на море. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся еще. Всем пока.